Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Иран перебросил террористов в Карабах, пишут СМИ. Назрела необходимость проведения антитеррористической операции. Так, вот Карабах, и вот там уже, понимаете, гнездо террористов. Уже Иран туда потянул своих террористов, чтобы делать диверсии, теракты на территории Азербайджана. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Свободный проход через пост российских миротворцев в Латчине для граждан третьих стран без разрешения властей Азербайджана становится все более опасным для всех. Так, как об этом уже сообщал Минвал, временно дислоцированных в Карабахе российские миротворцы обеспечили проход 14 иностранных граждан на территорию Азербайджана. Представляете, там уже все, кто хочет, приезжает. Уже даже из Ирана начали боевики приезжать. Как стало известно, эти 14 человек являются гражданами Ирана. Они прибыли в Ханкинди в одном из автомобилей марки Mercedes с регистрационным номером, знаком 34 QA 444 24 ноября около 2 часов и приехали через пост миротворцев. Примечательно, что все эти 12 и 14, там и группа 14 человек, выходцы из одного региона Ирана, города Изех на юго-западе страны. Следует отметить, что армяне составляют значительную долю в населении провинции Хюзестан, в которой входит Изех, и армянский здесь является одним из основных языков. Также в этом городе находится секретная база иранских спецслужб, которая специализируется на терроре и диверсиях. В том, что прибывшие в Хакинди иностранцы являются сотрудниками спецслужб Ирана, сомнений нет. Я уже раньше говорил, что Иран сейчас начал сотрудничать с армянами плотно уже, особенно здесь они открыли в Кафане свое представительство иранское, они уже, как сказать, наладили связи. Я не удивляюсь, что они в Карабах уже заслали туда своих, как бы сказать, специалистов, этих террористов, там, по просьбе армян, как бы сказать, да. Так, по имеющей информации, иранцы прибыли для того, чтобы провести террористическое диверсионное учение для армянских незаконных вооруженных формирований, размещенных на территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы. Сообщается, что они могут обучать террористические группы в Карабахе использованию оружия иранского производства. Иран, да, сейчас уже будет поставлять оружие в Армению, конкретно уже информация это есть. И еще будет обучать, как это надо пользоваться этим оружием. Но теперь же опасная для всех стран региона деятельность разворачивается в зоне временного размещения миротворцев. То есть, назовем вещи своими именами. Миротворцы позволили иранским специалистам въехать в Карабах и развернуть здесь боевую диверсионную подготовку. Напомним, что попытки развязать против Азербайджана террористическую войну предпринимались еще 2 года назад, когда Росмиротворцы пропустили через свои посты лесных зинворов в Хаживенские районы. Теперь же сделал следующий шаг. Кто-то явно не прочь вернуться в Карабах, и по крайней мере ту часть, где время размещены миротворцы, по состоянию до 44-дневной войны, когда на оккупированных азербайджанских землях действовали лагеря и базы подготовки террористов. В общем, вот такая информация, что уже в Азербайджане серьезно надо этот вопрос решать. А это значит, что насущной необходимостью становится появление в Латчине азербайджанского КПП с профессиональными ответственными сотрудниками, которые не прошляпят на въезде заведомых террористов. И тем более очевидно, что назрела необходимость проведения антитеррористической зачистки на всей этой территории Карабахского региона, где временно развернуты миротворцы. Ильхам Алиев, думаю, даст приказ зачищать эту территорию уже. Надоело уже всем. Нет сомнения, что азербайджанские команды с этой задачей справятся, это точно. Что эта операция в интересах всего региона, и медлить уже с ней нельзя. Все правильно, да. Так, браво, редакция Минвала. Очень оперативная реакция. Да, надо уже реагировать. Уже азербайджанские СМИ об этом каждый день уже трубят.
Уважаемый Минвал, создается впечатление, что кроме вас, жителей столицы, никто не читает, вообще не принимает каких-то действий. Так, да, надо уже действовать. Наконец-то уже в азербайджанских изданиях стали опубликовывать статьи, что что-то надо серьезное предпринимать уже Ильхаму Алиеву и разобраться с этими террористами. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.